Дорогие друзья, канал «Домашняя кухня» с Аллой приветствует вас. Дорогие друзья, от всей души хочу поздравить вас с наступившим Новым годом и Рождеством. Пусть исполнятся самые светлые мечты и желания. Мира, добра, радости, здоровья, удачи и благополучия вам, дорогие подписчики и зрители моего канала. А сегодня я предлагаю вам испечь домашний хлеб на пшеничной закваске. В прошлом видео был замес руками, в этот раз я воспользуюсь помощью миксера. На весах взвешиваю 10 грамм соли и прямо в чашу миксера добавляю 330 грамм очень холодной воды. И теперь рассмотрим закваску, которую я поставила с вечера. Видите, она вот так уже пузырится. Она, можно сказать, начала опадать, потому что вот ее был пик. И она уже немножко начинает опадать. На этом этапе нужно производить замес теста. Заодно посмотрим на ее структуру. Смотрите, какая она. Вся в дырочках. Просто плывет на поверхности воды. Она не тонет. То есть в ней достаточно пузырьков воздуха, чтобы поднимать тесто для хлеба. Итак, в воду я добавила 120 грамм закваски и теперь перемешаю венчиком. Теперь чашу поставлю на весы и добавлю 50 грамм ржаной муки. Размешаю. А теперь добавлю в тесто 450 грамм муки высшего сорта с повышенным содержанием белка. Тесто буду замешивать 10 минут, а затем оставлю его в чаше на 30 минут для аутолиза. Теперь в соль я добавляю 30 грамм воды, которая осталась у нас от общего количества, и вмешаю в тесто. Соль уже практически растворилась в воде. Добавляю прямо в чашу. И вот такими складывающими движениями я буду вмешивать эту воду . Надо воспользоваться скребком. Вмешиваем воду в тесто. Вода полностью впиталась. И теперь я переложу тесто в прозрачную миску, чтобы вы видели, что происходит с тестом. Тесто выложила и оставляю его подходить на 45 минут. И потом будем вытягивать его и складывать.
Итак, тесто постояло 45 минут при комнатной температуре. И теперь я буду делать растяжку и складывание. Мокрыми руками подбираемся к дну миски. Аккуратно и нежно берем тесто, вот так вот потряхиваем и складываем со всех 4 сторон. Сложили тесто, опять накрываем шапочкой или пленкой и опять оставляем на 45 минут. Такое складывание и растяжку нужно произвести 5-6 раз через 45 минут. Давайте посмотрим наше тесто. Вот оно какое все в дырочках. Сейчас произведем последнее складывание. Оставляю тесто на 20 минут. И после этого времени произведем с вами формовку теста. Прошло время, мы произвели 5 складываний, и теперь пришло время формовки. Переворачиваем миску с тестом. Вы видите, какие дырочки у нас на поверхности теста. Оно сейчас самостоятельно покинет миску, и мы свернем тесто в будущий хлебушек. Вот так. Тесто нужно немножко растянуть. И свернуть конвертиком. С тестом нужно очень и очень нежно обращаться. Нам нужно сохранить как можно больше волшебных пузырьков. Сейчас мы делаем натяжение. Тесто перекладываю в ротанговую корзинку для расстойки. Она у меня посыпана рисовой мукой. Защипываю швы. Посыплю рисовой мукой сверху, чтобы тесто не прилипло к шапочке. А затем поставлю на всю ночь на холодную ферментацию в холодильник. Тесто у меня находилось сутки в холодильнике, вот так оно подросло. И теперь я его переворачиваю на силиконизированный пергамент. Тесто замечательно выходит из корзинки. На поверхности немножко муки рисовой осталось, ее нужно убрать. А затем сделать под 45 градусов разрез лезвием, для того, чтобы у нас было хорошее раскрытие теста при выпекании.
Можно сделать еще небольшой узор. Тесто с пергаментом перекладываю в крышку от стеклянной кастрюли. Расправляю пергамент и сверху накрываю самой кастрюлей. Кастрюля у меня находилась 40 минут в горячей духовке. Нагревала духовку до 250 градусов Цельсия и 20 минут выпекаю хлеб при этой температуре. Затем достаю хлеб из духовки, снимаю кастрюлю и выпекаю его уже только на крышке в открытом виде полчаса при температуре 200 градусов. Режим вверх-вниз. Ну вот, хлебушек готов. Выпекался он под крышкой 20 минут и 40 минут без крышки. Под крышкой температура 250 градусов, без крышки ровно 200. Сейчас я его достану. На вид очень красивый, очень приятный и очень-очень легкий. Ну что ж, даем остыть хлебушку примерно час. Очень хочется, чтобы вы услышали звук потрескивания хлебной корочки. Не знаю, как вы, но я его слышу. Друзья, вот такой полезный, воздушный, пористый, ароматный и вкусный хлеб можно испечь своими руками. Ну а я, как всегда, вам говорю, до скорых вкусных встреч. Всем пока-пока. Дорогие друзья, благодарю вас за подписку на канал. Всем вам желаю здоровья и успехов.